Всем доброе утро. Сегодня видео опять будет необычное. Сегодня я вам кое-что расскажу интересное. Знаете, вы все меня говорите: давай дом быстрее, работу давай. Опять же напомню, что когда ты живешь, а я неделю уже живу в этом доме, один, с кошками, мысли по-другому становятся, и вряд ли кто-то из вас живет. Я думаю, что 10%, может, живет в таком состоянии. Скажу насчет дома. Допустим, делается он уже полгода где-то. Работы идут, кто-то мне пишет очень медленно, то мне сначала говорили очень дорого, потом мне говорили очень дешево. А куда эти деньги вложены, в общем, всякое такое, все равно вы ничего не понимаете. Поэтому ничего не понимаете о моем смысле стройки, да и, может быть, из жизни. Так что просто сидите, слушайте. Рассказать мне есть что интересного. Просто утром проснулся. Знаете, почему утром лучше снимать видео? Потому что у тебя голова еще светлая. Ты проспался, ты еще ничем не забил ее за целый день. Положу стаканчик. Начну с того, что, во-первых, я хочу на канале показать не скорость работы. Понимаете, вас обманывают все, в принципе-то, если задуматься. Вас, нас, меня тоже. Когда снимают видео в скоростном режиме, да, это хороший кусок работы. Человек берет какой-то объект, пусть даже в лесу, в тайге, делает быструю съемку, начало, конец. Но ваша такая психология, голова думает: бляха-муха, как классно. Это же взял, построил, и все это в скорости, все это за 20 минут или там за полчаса. Классно, я тоже так хочу. Я вам на своем канале показываю реальность. Вы понимаете, это кино. Да, оно снято классно, и миллионы просмотров у каждого такого ролика. Но вы делаете ошибку, думая, что так все просто. В каждом отрезке или в каждом куске работ есть купа проблем, маленьких. Это невозможно на скорости все показать. Я вам объясняю эти все проблемы по пути. Так же, как и в какой-то момент у любого человека падает настроение на работу, то недостаток денег, то еще чего-то, вы все равно упретесь в какую-то проблему, чего вы не видите в кино. И здесь, если вы хотите понимать, вам надо иметь терпение. Вы должны понимать, что именно так и идет. И если у меня даже идет медленно, поверьте, фирмы, где прошло, я вам показывал квартиру, возле себя я делал. Она делалась чуть ли не 1,5 года. Они довели чуть ли не до болезни самого хозяина. В этой квартире прошло, наверное, минимум 50 рабочих разных, начальники, все такое, 1,5 года. У меня целая вилла, полгода, она почти готова. Это при минимуме денег, при минимуме рабочих, при всем минимуме. Но она сделана. И что интересно, когда люди вначале говорили: да что, такое говно купили? Да здесь надо 100-150 тысяч. Когда сейчас я говорю, потрачено 30 тысяч, мне говорят: а куда потрачено 30 тысяч? Типа, а что там такого? Только вы вернитесь в первые видео, посмотрите, что было. Как это все начиналось, когда я сюда пришел, вот первый день. Просто гора мусора, просто окон нету, решеток нету, ничего нету, просто какой-то действительно сарай. И Света меня не спрашивала, сколько это будет. Нет, спрашивала. Причем я ей сразу с первого дня сказал: ну, как минимум 50 тысяч сюда потребуется. Ну, хотя бы хоть что-то сделать. Что, я еще не знал. И начиналось все не так, как сейчас продолжается. Видите, насколько меняется. То есть, когда она мне вначале просто дала деньги и уехала. Типа, сделай хоть что-нибудь в страхе. Когда что-то стало сделано, она сказала: нет, давай будем разделять, я хочу видеть вот куски работы. Уже по-другому человек мыслит, понимаете? Просто мне вначале так было легче. То есть я не знал, что я буду делать, не было четкого плана. Это все была импровизация по ходу. И когда у тебя есть деньги, ты ими распоряжаешься по своему усмотрению, тебе никто не мешает, не руководит. Это было идеально. Но другие меня спрашивают: а почему ты не купил квартиру
Видео будет не совсем по стройке сегодня. За столько лет, Во-первых, я вам объясню, что я был очень бедным человеком. Настолько бедным, и я вам рассказывал за то, что я был на бирже, на криптовалюте. И знаете, чему меня научила одна вещь? Вы многие не понимаете этого. Не понимаете, потому что, чтобы пройти этот путь, это надо несколько лет, это надо зайти в это дерьмо, это надо потерять кучу денег. Поэтому то, что я вам рассказываю, слушайте, это очень важно. Я вам даю 100%, что вы этого не понимаете. И никто этого на Ютубе не рассказывает. Чуть-чуть возвращаюсь назад, так вам легче будет понять. То есть вся моя жизнь была, я воспитывался на бедности. Моя же мать выросла в землянке просто. Причем, кто меня не знает, я говорю, что я украинец, но мать у меня русская. Она откуда-то с Твери, что ли, я никогда там не был. Но она русская. Отец у меня с Украины. И как мать попала в Украину, опять же, русских заселяли в Украину. Кстати, тоже по теме вот этого конфликта, сейчас которого происходит. Не забывайте, что все русскоязычное население после войны просто искусственно заселяли в Украину. И я это понимаю. Вы понимаете, я настолько правильно все понимаю, что мне очень сложно с людьми спорить, что кто-то там ненавидит. И, кстати, да, мать рассказывала, когда их заселили сюда, что они боялись, там, бендеровцы, все это было. И когда моей тетке дали квартиру, вот это, в которой сейчас живу я, которая у меня осталась по наследству, у тетки не было детей, ей предлагали большую квартиру, она отказалась. Мой отец говорит, блин, ты дура. Она говорит, а придут бендеровцы, и меня это самое, за то, что я живу русская в таких апартаментах. Опять же, можете отписываться, понимаете, у меня столько дебилов, извините, заходят на канал, отписываются от того, что то ты русский, то ты украинец, да ради бога, делайте, что хотите. Я вам рассказываю так, как все слаживалось в моей жизни. Поэтому мне сложно, знаете, сказать, что я украинец, ну я же, в принципе, наполовину русский, но я же вырос на Украине. А сейчас у меня что происходит? Я вообще не тот, я живу уже 20 лет в Италии. Кто я, итальянец? Нет. Короче, я вообще никто. Так что как хотите, так и воспринимайте. Подписывайтесь, отписывайтесь. У вас свои там вавки в голове, они меня совершенно не интересуют. Спасибо, что адекватные подписываются и остаются. Так вот, она растила меня в бедности. Она мне всегда говорила, Андрей, есть картошка и хлеб уже хорошо. Она до последних своих дней жизни, она вот полный холодильник еды, она приходила, ну у нее же чуть крыша ехала. Она помню, что она умерла, ну не знаю, ну крыша поехала и все, у нее Альцгеймер или что там было. Но прожила она до 83. Правда, последние 5 лет с ней мучился брат, она там сралась, извините, посредине комнаты. И она садилась, и вот хлеб в воде, она ела просто хлеб с водой. Меня это трясло, бесило, понимаете? Вот так вот воспитывали меня. Это сложно было сломать. И напомню, что я закончил мореходку, и когда я помню, я малым уезжал, я сказал себе, я не буду такие, как вы. Сквозь зубы, сквозь все. Я не хотел быть таким, как они. И, возможно, потому я и живу сейчас, потому что я тоже не хотел быть тем, кем меня делали, не знаю, в этой стране или... В общем, я не об этом. Вообще начал с одного, а перешел уже на другое. Ну, так вы, может быть, лучше меня поймете. То есть, когда ты живешь, и у тебя... Ты не знаешь, что такое 1000 евро, вообще ты ее не видел. Все, что у нас за всю жизнь было... Вот у нас была такая дача. Почему мне нравится здесь ковыряться в огороде? Я вспоминаю детство, честно вам говорю. У нас было 6 соток клубники. Мы эту клубнику без машины собирали по 10-12 ведер за день. И все вчетвером, тетка, я, мать, отец, тащили на базар, продавали.
зарабатывали 600 рублей, на эти деньги с отцом мы ехали куда-то в Крым отдыхать. Это такая жизнь была странная, на минимуме. Потом еле-еле купили мотоцикл за 1200 рублей. И я помню, как мы сидели, через день разлаживали эти деньги на диване. Их так было много. И мы их пересчитывали. Мы считали, что мы богатые. Что у нас теперь может быть мотоцикл. Вот такая вот, я вспоминаю, мне жутко. Так вот, когда ты растешь всю жизнь в таком минимуме денег, и у тебя ничего не получается, ничего, ты не можешь понять, а как же люди покупают квартиры, а как они живут, как они становятся богатые. Вы понимаете, у всех какой-то как будто блок стоял у меня по деньгам. И когда я приехал сюда, я лет 5 жил, я вам рассказывал, что я мог отложить, максимум с 1500 евро заработка. То есть уходило на еду, на аренду квартиры, на свет, газ, там шмотки какие-то. Причем шмотки я ходил, одевался с гуманитарки. До сих пор у меня много маек, видите, я их меняю. Они стоили 2-3 евро, у меня их целая стопка. Не потому что я их покупаю там крутые. Мне по барабану, шмотка для меня просто шмотка. Для сына моего немного по-другому, он там мне покупает какие-то крутые шмотки. Так, я должен полетать, мне же обещали в сентябре. Так вот, если у меня собиралось какие-то 2000 евро, я считал себя богатым. Я помню, а у жены у меня была своя вавка в голове. Один раз я говорю: Валя, я насобирал 3000 евро, может, какую машину купим? А смотрю, радости нету. А у нее, знаете, скажу вам честно, у нее всегда было почему-то, кто-то ей там нагадал, какая-то цыганка. Мне кажется, она до сих пор так живет с этими мыслями, что я заработаю денег и уйду к нее, там, молодой или я не знаю, куда уйду. И радости не было. И я думаю, бляха-муха, так тяжело эти деньги зарабатываешь, делишься, а человеку все равно. Потом мне каким-то магическим образом эту машину, на которой я езжу, дарят. Вот просто дарят. Она вся была убитая, она ехала, дымила как паровоз, гремела, разваливалась. Она старая, но я полмашины сам поменял. Я вложил, наверное, туда уже 3, наверное, евро. Несмотря на то, что если я захочу продать, мне больше там 1500 никто не даст за нее. Потому я ее не меняю. Вложена куча денег, она едет, и мне по барабану. Во-вторых, даже номера на ней, первые 2 буквы, они совпадают, как бы моя фамилия, коротко, так сказать. Она какая-то такая фортунатая для меня. Аварий никаких не было, но один раз мне в задницу ударили, и то я заработал на этом 400 евро. Мне сразу наличкой дали. Я зашпаклевал, покрасил, и все. Так вот, я потом сконцентрировался на том, что надо собирать деньги, как вы говорите, на квартиру. Но, когда я доходил до определенной какой-то следующей суммы, там 5000, 7000, все время какие-то попандосы получались по жизни, куда эти деньги надо было потратить. Или хотелось потратить. Понимаете, какая психология бедного? О, у меня появилось 1000 евро, я могу себе майку классную купить. О, мы теперь можем себе холодильник купить. И эти деньги всегда рассасывались, потому что, да, ты хотел себя поднять на какой-то уровень выше. Деньги уходили. А время-то идет. 2-3 года ты живешь в Италии, отлаживать не можешь, но что-то в твоей жизни меняется потихоньку. Так же, как дом, ремонт идет. Все, мне кажется, так происходит в этой жизни потихоньку. Если вам сразу упадет 1 000 000 евро, скорее всего, вы его просрете. Потому что вы не дошли постепенно к нему. И что сделать? Это будет какая-то эйфория, это будет шок. И на этой эйфории сделаете кучу ошибок.
И вот когда я дошел до 10 тысяч евро, наконец-то они у меня появились, а дом хочется купить, квартиру, но я всегда боялся, я никогда за свою жизнь не брал кредит. Ни на одного, даже ни на какую сумму. Я всегда считал, что, это же глупо, если я могу купить что-то за 100 евро, почему я должен взять в банке и заплатить потом 130 евро? Оно же невыгодно. Так же и с домом. Все говорят, вот можно купить дом за 100 тысяч, взять в банке кредит. Он же вам выйдет 140, 130 евро, тысяч, он же не выйдет вам в 100. Это же потеря денег. Плюс и на этих условиях, что ты не можешь продать 5 лет, что ты первые 5 лет платишь банку эти деньги. Какие-то странные такие. И всегда меня это тормозило. Мне хотелось заработать всю сумму. У меня много знакомых как-то тоже мистически занимались этой криптой. И рынок тогда шел так классно вверх. И я думаю, если я же вижу, что происходит, там биткоин, он был по евро, стал купу денег вырос в 1000 раз. Думаю, попробую, если я сейчас вложу туда 10 тысяч, поднимется он в 5 раз, в 10 раз, я ничего не буду делать. Ничего не буду делать. Правильная мысль была. Просто пусть лежат. И у меня будет 100 тысяч. Ведь логически-то красиво все выглядит, правильно? Так, зарядился, наверное. Ложу я эти деньги и начинаю разбираться, как работает биржа, туда-сюда, советуюсь с этими людьми. Один парень мне посоветовал, говорит, так оно уже невыгодно так. Да, теоретически оно невыгодно, потому что цена может подняться в 2 раза. И если ты на этом в 2 раза поднятии не продаешь, она может вернуться опять вниз, и смысл? То есть всегда есть жадность продать. А потом она опустится опять купить, и это же еще больше. В общем, меня понесло. Понесло настолько, что я повторяюсь, я зарабатывал неплохо, вплоть до за 2 дня там какие-то 4 тысячи. Думаю, супер. Некоторые меня предупреждали, будь осторожен, ты можешь просрать все. Я не понимал, как это можно просрать, как там можно просрать, если оно постоянно растет. Оказалось, можно, и вот я в минусе там больше 15 тысяч. То есть все ушло феноменально. Просто я не буду рассказывать все эти нюансы, потому что это другая тема. Но вы знаете, в чем фишка и в чем секрет, то, что вы не можете понять. Думаете, мне не было обидно? Было обидно. Но основная мысль была в том, что если я смог уже заработать 10 тысяч, притом напоминаю, что когда-то для меня было 1000 евро, это что-то... Я зарабатываю опять эти 10 тысяч и 15 тысяч, и уже дома все обустроено. Но больше я в биржу не лезу, мне это надоело, я понял, что весь азарт должен быть до какого-то предела. Сейчас у меня есть деньги, там пару тысяч лежит там, но это уже просто что их толком забрать, если я уже там, я уже буду там. Если я просрал 15, 2000 уже ничего не решат. А чтобы вы понимали, да, может для кого-то это большие деньги, для кого-то это вообще копейки, но при правильном раскладе здесь работы, то 10 тысяч, скажем, если ты можешь взять сам такую работу. А поначалу мне было страшно, что я не был таким специалистом, все-таки я учился эти 20 лет, что я здесь был, но я приехал сюда, я не был строителем. Я был электриком, да, но не строителем. Опыт пришел уже с годами. И 10 тысяч, в принципе, заработать несложно на такой работе. Надо, да, бухгалтерию там правильно вести. Так вот, чему биржа меня научила, то, что я вначале сказал, что, понимаете, у нас стоит какой-то блок. Если у вас никогда не было 5000 евро, вы должны пройти этот порог с какими-то болями, мучениями.
Вы дойдете, допустим, до 5, вы их потратите, скорее всего. Вы посчитаете себя крутым. Вот эта вот эйфория, наконец-то я уже кто-то, я извиняюсь, да кто ты там, вообще никто, но вам так кажется. Вы уйдете в любом случае на 3, опять на 1000, но вы сможете опять их заработать, эти 5. Вы уже знаете как, вы знаете это чувство, вы знаете, как быть таким, типа, богатым. Следующий этап, следующая цифра, 10. Да ни хрена себе, у меня уже 10. И, в общем, эти этапы вы проходите по каждой, скажем, 5, вы их переламываете, судьба вас постепенно приучает к этим деньгам. Я вам клянусь, что и я это понял, потому что это не моя мысль была, это мне писали умные трейдеры, которые годами сидели в этом, и они тоже через это проходили, понимаете? Что эти деньги ты должен постепенно, ты как бы ломаешь свой блок, ты идешь вперед, и потом для тебя открывается дорога на большие деньги. Так оно работает. А вы даже многие этого не понимаете, я уверен. Ну, разве что те, кто это прошли. У многих вообще все это просто происходило. То ли папа помог с мамой, то ли бизнес пошел, то ли 90-е, когда что-то взорвалось, вошли в правильную струю. У меня таких струй не было. У меня все шло медленно, мучительно и больно. Ну, по-своему, это и нормально. Видите, как сложно за 20 минут что-то рассказать. Вообще, я хотел вам рассказать за другое. Возможно, уже расскажу, но разделю видео на две части. На самом деле, помимо этого всего моей жизни, там, заработков, проблем, у меня были знакомые и очень такие больные судьбы, можно сказать. И помимо этого я тоже размышлял. Ну, вот расскажу, у меня была одноклассница. У меня много всяких историй. И я думаю, что, наверное, надо с ними делиться, потому что это такой опыт. Опять же, будучи эмпатом, это не просто история, что я где-то прочитал, а я их переживал, знаете, как будто вот этот же человек, который это все прошел, я это через себя, через внутри перемолол в фарш. Да, оно тяжело, но оно интересно. Ты как будто проживаешь чью-то жизнь на уровне чувств. Так что рассказать я пока хочу одну из историй, чтобы у меня не смешивалось все в голове, за мою одноклассницу. Мы росли в одном дворе, буквально вот с таких, с детства. Анжела ее звали. Кто меня смотрит с Черновцов, может быть, кому-то это знакомая будет история. Кто-то из одноклассников меня смотрит, поймет меня. Ну, я не буду сильно рассусоливать кто, потому что там некоторые люди такие знаменитые в Черновцах были. Но росли мы так. Она такая была крупная девка, она была видная, и у нее была еще одна подружка, вот у которой брат был крутой в Черновцах. И они такие, сказать, были не последние люди в городе. То есть мы там жили, кто-то учился, я был троечником, я был, не хулиганом, но таким, я не любил учиться. Для меня, вот, кстати, заходил директор школы, там уже 8 и 9 классы, кто хочет поработать? Я тянул первую руку, мне надо было что-нибудь делать, только... Так что, наверное, не просто я по работе такой, у меня с детства такое было желание что-нибудь поделать руками. И я уходил с урока и работал. Кстати, я вообще уникальный был. Все вот в 10 классе учили, зубрили что-то, а меня все учителя уважали просто по-человечески. Никак, я был троечник. Но настолько по-человечески уважали, я ни один экзамен не учил. Вот мы садились вот так вот с учителем, разговор начинался, как дела, куда поступаешь, какие планы там туда-сюда. Мы посидели так, поговорили, мне ставили 3 балла, и я шел. Представляете? При том, что люди ночами сидели, учили экзамены. Я говорю, что я непростой, я своеобразный. Но настолько я тогда уже был заражен мореходкой, что у меня попалась... Я как будто знал, знаете, нам предупреждали, что, возможно, будет такая
тема «Моя профессия». Так при всей моей троечности, при том, что я был чуть ли не двоечник, я никогда сочинения на 5 баллов не писал, но сочинение я написал на 5-2. Я там что-то сделал 7-8 ошибок, там где-то запятую не поставил, уже ошибка. А на 6 страницах это было попандос. Но какими глазами на меня смотрела учитель литературы, говорит, нифига ты, говорит, накатала, я, говорит, аж зачиталась. У меня была шпаргалка, маленькая книжка, но все равно это все сложить в один текст было непросто, конечно. Шпаргалка шпаргалкой, но я полгода я жил этим морем, я настолько загорелся им, и вот так красиво написал. То есть, наверное, у меня есть способности писать, рассказывать. Кстати, писать намного интереснее можно написать, чем просто рассказать. Ну да ладно. Так вот, эта девчонка, да, сейчас дело касается квартиры, жизни, старости, молодости, всего эта тема. Так что, может, вы не понимаете, о чем я. Так вот, это были тогда эти 90-е. Школа закончилась, немножко эта девчонка сгулялась, была симпатичная, она была такая видная. Но мы на протяжении всей жизни просто дружили. Может, никогда не было никаких сексов. Там ее жизнь была, она отдельная. Меня она не интересовала особо. Она и не рассказывала никогда. Она такая была сама себе на уме. Мы с тобой, это мы с тобой, а моя жизнь, это моя жизнь. Я никогда не в подробности. Ну, так примерно понимал. То есть она, бары, рестораны, это все было. Ночная жизнь. Как она жила, я не знаю. Ну, наверное, бурно. Потом ей, видимо, это все надоело, и она выходит замуж за моего друга, с которым мы тоже выросли. Ну, росли мы, у нас была мужская компания. Тоже интересная, не так, как сейчас, никаких интернетов, казаки-разбойники, плоты, рыбалки, пьянки. Мы приезжали на рыбалку с 2 рюкзаками вина просто. Утром мы просыпались, это были трупы по озеру, по берегу, это было что-то с чем-то. Молодость была у меня бурная. И все эти этапы, когда ты вспоминаешь, ну, хочу рассказать, чем это все закончилось. Да, и я уважаю, знаете, мне все равно, кто там человек бухал, не бухал, какая у него жизнь была. Важно, как он менялся. Так вот, они жили вдвоем в ее квартире после смерти ее матери, тоже в том же моем дворе. И там просто была такая хата, знаете, приходили туда все просто попить. Они сидели, не работали нигде и ждали, кто к ним придет с сетками жратвы, и там бухало. Да, было весело, было по-своему как-то интересно. Но как бы так получалось, каждый пришел, погулял там день-два и пошли жить своей жизнью, а они все в этом дерьме сидели. Потом эта девчонка устроилась кондуктором, работала на копейках, такая все жуткая. Тут она бухала, тут она с будана кондуктором работала, все так жутко происходило. Потом она развелась, надоело ей это все. И вот такой же этап, как и в моей жизни. Понимаете, почему ты переезжаешь в другую страну, в другое место и хочешь что-то изменить? Не только из-за проблем, там, Украина, вы так как-то это глобально думаете, патриотизм. Вообще другое, помимо этого всего. Вот ты устал от такой жизни, как она. И частично где-то и я устал. Просто ты хочешь все, мне надоело это вот грязь, мусор, в котором ты живешь. А город действительно жил, наркоманы, такое все было, черное, странное. И она уезжает в Италию. И примерно мы уезжали в одно и то же время. Она здесь находит работу, все, жизнь ее ломается полностью предыдущая, так же, как и у меня. Ну, я уже был женат, и она никогда не была замужем. И она херачит тоже здесь 20 лет, то на Фиссе, то там. Жила она в Дженово. Работы стало мало, и она решила переехать потом в Сперлонгу, тоже на берегу моря. Работала в ресторане.
Ну, пока она работала в Дженово, она работала на одной фисе, она зарабатывала там около 2000 евро в месяц. Причем она не искала себе ни итальянцев, поверьте, у нее такая бурная жизнь была, что мужиков было немерено всяких. Ну и в чем минус такой жизни? Она настолько не умела любить или влюбиться не могла ни в кого, понимаете? Ну, я с ней говорю, Анжела, говорю, ты же понимаешь, что тебе нужна семья, говорю, ну, как бы, чего ты одна, как бобыль, блин, всю жизнь. Она говорит, Андрей, да я настолько привыкла сама, и я мужиков-то ненавидеть стала. В основном. И мне найти какого-то нормального, понимаете, когда ты поменяла там 50 каких-то партнеров, наверное, по-своему есть какая-то ненависть и безразличие как к мужчине. Я не знаю психологию женщин, вот, и я пытался понять. Опять же, эмпат. И так она одна в тоске, в печали и жила. При том, что я говорю, что это была бурная жизнь, бурная молодость, она просто... Я вспоминаю эти года, она просто такая вся была, королева. И здесь она уходит в себя, в заработок. Она купила квартиру, обставила ее мебелью в Черновцах, возле Спорттовар. И я говорю, Анжел, ну и что дальше? И дальше она пахала в этом ресторане, потом в Сперлонге. Она проезжала через Рим, мы с ней встречались, и так было, знаете, как прикольно. Ты вырос с этим человеком, жил как-то так параллельно, и потом независимо. У нее же были своя жизнь, свои планы, у меня своя жизнь. И тут нас сводит вместе опять судьба в Италии. И плюс еще и мы встречаемся в Риме. И в Риме... Я говорю, ну идем где-то пожрем, говорю, зашли там возле Терми, есть один кебаб, сели, похавали, и она мне говорит, Андрей, что там, я говорю, не знаю, со здоровьем, что-то какая-то херня, надо провериться у врача, и едет она дальше в Сперлонку, а мы все дальше общаемся, я должна приехать к тебе, вы приезжайте ко мне, давайте выберем время такое, она знала, конечно, и мою жену. Ну, она боевая такая, она очень была, вот, понимаете, очень такое, когда ты живешь среди чужих людей, и у тебя есть даже такой друг на телефоне, это классно. И тем более он где-то рядом, вроде бы здесь, в час и 1,5-2 часа езды. И мы каждый день созванивались. Не знаю, что-то нас понесло. Ей тоскливо, мне тоскливо. И такая дружба по телефону. Напоминаю, никакой у нас не было ни отношений, никогда. Хотя вариантов было всегда море. Для меня вообще, я такой человек, для меня вот, если это дружба, то дальше ничего не должно было заходить никогда. Мне так было неинтересно, я считаю, что дружба это совсем другое. И с женщиной, да, представьте себе, тоже можно просто дружить. Это для меня что-то святое такое. Кошки, пошли вон отсюда. Мешаете, отвлекаете. И потом она мне пишет, Андрей, я пошла проверилась, блин, у меня, говорит, рак. Ну вот после этого мы больше стали общаться. И я себе вот стал через себя это все перемалывать. Ну, знаете, рак бывает. У меня тоже много знакомых, что-то слишком много знакомых, которых рано или поздно говорят, у меня рак, у меня рак, у меня рак, но тем не менее живут. Но у нее так пошло, что она начала приезжать в Рим химию делать, и я в Риме приходил к ней в больницу. Ну, не знаю, я выложу, может, ее фотку, именно когда, а может, не буду. Я ее тогда сфоткал так, она не фоткай меня. Что-то ей там делали, у нее такая надежда была, так она хотела жить. Понимаете, в чем? Человек такой путь прошел сложный. Это касается темы, почему ты не купил квартиру, а ты должен был купить квартиру. Так вот, я рассказываю судьбу этой Анжелы. Человек купил, да,
она из такого дерьма поднялась. И она была сильным человеком, всегда. В какой-то момент, да, опустилась немного. Но я очень уважаю людей, которые могут вот с дерьма вылезти, до какого-то состояния. Хотя бы до такого. Она уже там и пить перестала, и мужики у нее был здесь один парень, один в Черновцах был, здесь она с кем-то встречалась. Вот этот парень в Черновцах, он был у нее как бы надеждой, она думала, что я когда-нибудь вернусь и буду, наверное, просто с ним жить. Еще хочу немного денег. Квартира есть, а на первое время надо же какие-то там, тоже какие-то деньги. Причем она мне говорила, что я насобирала там какие-то 6,000 и пахала дальше. А уже возраст такой, тоже ей было около 50. Я говорю, ты хоть сдай ту квартиру. Она говорит, не хочу, там у меня все так идеально, они меня засрут, убьют. У нее брат оставался там, следил за этим всем. И тут она начинает вот эта вот болячка. И одна химия, вторая химия, ей не становится лучше. Она каким-то образом плохо разговаривала по-итальянски. Такая. Не было у нее способностей к итальянскому. Я ей приезжал, все это переводил, помогал. И, знаете, иногда так звонит, лежит в больнице. Я-то работаю, я же не могу. Она на Джемелле лежала. Говорю, что тебе привезти, блин? Ой, мне тут удлинитель какой-то надо, было неудобно зарядку делать. Говорит, привези мне бутерброд с сыром. Знаете, аж ком подкатывает к горлу. Ни пиццу, ни что-то там, ни крабов, ни раков, ни креветок. Бутерброд с сыром. Я его тоже, кстати, люблю. И я вижу, что она сохнет. Я вижу все, что ей делают. У меня сам, во-первых, отец работал в раковой больнице. Я немного тоже понимаю, что происходит. А она живет, знаете, а мне должны дать пенсию. И она живет дальше планами, что она сейчас выздоровеет, как у нее все это будет происходить. А я вижу, она сохнет. Для меня она уже умирает. Но я с ней разговариваю так, да, с какой-то надеждой, что, подстраиваюсь под нее. И вот в Сперлонге она уже доходит до ручки, ей вырезали практически там все внутренности. Она уже не работает, она живет. Она мне уже даже призналась, говорит, я не плачу за Афитту. Она говорит, Андрей, мне надо уехать, потому что я не могу здесь умереть. У меня брат. А перед этим брат приезжал год назад к ней на день рождения. Но она только-только заболела. Она говорит, ради бога, Андрей, не говори ничего брату. Брат у меня переспал в моей квартире и уехал к ней в Сперлонгу. Они отпраздновали, как ни в чем не бывало. А мы только с ней знали, только я и она знали, что больше никто в этом мире, что у нее рак. И знаете, думаю, а мне-то, это все переживать. Да, по-своему мне было приятно ее поддерживать. Напоминаю, это мой друг. Это мой друг, с которым мы выросли в одном дворе, и каким-то мистическим образом я его поддерживаю сейчас здесь, в Риме. Не знаю, мне кажется, что-то, существует в этом мире, какие-то непростые вещи. И в Сперлонге, когда она уже дошла до ручки, она говорит, мне надо как-то уехать домой. Говорит, у меня есть 6,000, и я не знаю, я себя очень плохо чувствую. Я говорю, давай я тебя... в самолете с тобой прилечу, привезу тебе эти деньги, потому что все что угодно может случиться, понимаете, человек потеряет сознание, а в кармане такие деньги, кто там знает, доедут эти деньги до Черновцов или нет. В общем, она решает, что вызывает сюда брата, он ее едет встречать, я его встретил здесь, в Риме, отвез их в Сперлонгу, со Сперлонги отвез в аэропорт, поселил в гостиницу, и они улетели в Черновцы.
Она уже умирала в своей новой квартире с мебелью. Представляете, судьба. Купить квартиру, такой длинный путь 20-летний пройти, купить квартиру, дом, чтобы приехать туда и просто умереть. Я почему вам хотел рассказать эту историю? Да, долго я болтал. И вот когда я это все прошел, я прошел как будто вот брат и сестра с ней это все. Причем я это все рассказывал Вале, она также переживала за нее. И когда вы меня спрашиваете, а почему ты не купил квартиру? А с чего вы взяли, что покупка квартиры каким-то образом именно вам принесет счастье? Она высохла. Я не могу вам передать всю эту боль, с которой она умирала там, жила. Но извините меня, 20 лет потратить в Италии на то, чтобы купить квартиру, никак ее не использовать в своих интересах, приехать и просто умереть. Может быть, теперь вы поймете, что для меня покупка квартиры и дома – это не самое главное. Для меня есть какие-то более важные вещи, и да, когда-нибудь куплю, но может быть так легко. И это не самое важное. Так что думайте, не знаю, кто о чем, кто как. Как было, так и рассказал. А вы судите сами. Что важно в нашей жизни? У каждого свое. На этом все. Ну что не знаю, что дальше больше рассказывать. Вот пока сегодня эта история. Есть еще и другие. Всем пока.